Всем привет! Сегодня у нас немного разговорный ролик. Скажу сразу, где я пропадал около недельки. Короче, я болею. Очень, на самом деле, неудобно было записывать мне ролики, но я пытался. Я как бы немного пополняю свои, скажем так, материалы по прохождениям, по летсплеям. На бусте как бы нарабатываю все это дело. Кстати, ссылочки есть в описании. Там тележенька со всеми новостями. Вот, пожалуйста, недавно вот вышел пост в моей тележеньке о новостях КРБ. Battle Towers был обновлен до версии 0.7, что там, 5.21. Короче, без разницы, какая там циферка. Ну, короче, понятное дело, еще не релиз. До релиза, мне кажется, вообще не скоро. Мы будем это дело ждать. Но пока как-то так. Сегодня хочу обсудить баланс, что добавили нового. Что мне нравится, что мне не нравится. Чтобы я, возможно, даже предложил бы разработчикам в какой-то мере, да. Кстати, здесь мне, наверное, изображение я бы даже поменял, да? Вот не на такое, да, сейчас я найду что-нибудь у себя. Да, есть, без названия. Ой, я не то изменил. Смешно, конечно. Так, секундочку. Еще раз, это не здесь. Где у меня все превьюшки хранятся? Немного не туда. Все. Вот это изображение. Смешно, конечно. Видимо, я его просто не в ту папочку не перекинул. Вот. Вот такого вот думающего, вот это вот надо вот сюда. Вот, кстати, Токсикошу еще раз выражаю большое спасибо за то, что нарисовал эти прекрасные арты. Я прям ему сердечко ставлю. Вот. Давайте, да, тогда сейчас, где у меня окно, я сейчас переключу на чат башни Гриппера. Выведу. Прошу прощения, то, что я его так показываю. Ну, короче, сейчас я найду. Где-то здесь было... мета скидывал, да? Надеюсь, я долго листать сейчас не буду. Они вон уже лутом делятся. Да, сейчас я вам все расскажу. Кто-то ноет то, что кому-то что-то не падает. Вот, наконец-то начали. Да? А тут не видно, да? Да, так не видно, понятно как. Вот, короче, я смог вывести. Давайте начнем, короче. Я так понимаю, это первый, да, список? Так, да, ну давайте. Потихонечку... нет, тут же еще должен же... Погоди, нет, сначала еще и этот свой выведем. Сейчас мой еще пост. Почитаем. Первое, да? Как его? Короче, давайте вот, если кратко. Максимальный уровень карт был увеличен с 10 до 12. Короче, и как бы еще мне написали в комментариях, Рэм, немного прославили его, короче, на канал, скажем так. Он уже писал, это скорее всего из-за... Ну, они, короче, с этим контактируют очень часто с артом, который любит в файлах копаться. И как сказали, в файлах еще до 15 уровня стата есть. У карт, так что, скорее всего, они будут продолжать вводить новые уровни. Это, наверное, сделано для гринда. Я раньше их хвалил за то, что, типа, сейчас это не очень ощутимо, вот этот вот гринд. То, что не надо каждый день заходить в игру, типа, например. То есть, вот пока не было обновы, я стал меньше заходить в игру, потому что я, ну, короче, мне она чуть-чуть поднадоела, в общем. Как бы, мало развлечений в игре, кроме рейтинга, как бы сами понимаете. Новый баланс, мы сейчас к нему вернемся. Пофиксили сундуки, добавили больше рандома и повысили шансы выпадения эпик или легендарных карт. Короче, какая тема была, кто не в курсе. Раньше у сундуков была такая простите за всплывающийся, короче, за постоянные звуки, потому что телега включена из-за этого. Хотя я так-то могу выключить вроде уведомления, да? Вот, отключить уведомления. Вот. Раньше была такая тема, то что из сундуков всегда выпадали определенные карты, в общем-то. Там был минимальный рандом. И вот, допустим, у золотого сундука, вот сейчас вот я его показываю, да, вот сейчас вот я отведу, вот этот вот, который сейчас у меня за 5 звездочек стоит, да, этот сундук... у него вот, у него есть шанс выпадения эпик карты. За все время ни разу ни одной эпик карты не выпало. Ну, за такое огромное количество открытий, ну, должна хотя бы одна. Или две должно быть выпасть, да? Или здесь у меня не показывает, но есть, короче, еще такой фиолетовый сундук.
в котором есть шанс выпадения легендарной карты, да? И там еще есть гарантия одной эпик карты, да, то есть за все долгое время количество открытия этих фиолетовых сундуков рано или поздно тебе должна была упасть Лего. Или 2 эпические карты. Но постоянно в фиолетовом сундуке выпадала одна эпическая карта. Угадайте, какая? Молнии. У меня на этих молний, блин, короче, до хрена. Ну, короче, вот это вот реально 7 открытых фиолетовых сундуков. Вот просто тупо. Вот поэтому можно понять, сколько фиолетовых сундуков открыл в последнее время. То есть какая-то вот такая вот тема. И то есть вот та же вот Элора. Я ее покупал в магазине. Она мне ни разу не упала. Я ее 2 раза покупал в магазине. 2 карточки, чтобы ее потом еще до 6-го улучшить. То есть 6-й уровень должен обходиться мне в 400 монет. А я ее за 2400 по сути купил. То есть вот такая вот фигня. Ну, хотя новый персонаж ты покупаешь как бы, да, ну короче все равно как-то так. Жиденько, короче, так получается, да? Вот, и то есть они это пофиксили, мы писали об этом с Денчиком, то есть Денчик писал, по крайней мере, но мы это заметили, как бы. Мы с официалами как бы общаемся в одном чатике, это как бы, скажем так, заметили, и Денчик потом это написал Актарине. Хорошо то, что это тоже пофиксили, мы вам очень благодарны. Кстати, вот с этими сундуками все было нормально. То есть из нее был шанс выпадения легендарной карты, потому что и до этого я выбивал Ашбайта. Майк выбивал Айскальта до того же. Или этого, как его, Икроманта, да. Вот. И, кстати, сюда еще добавили пул эпик карт. То есть раньше их здесь не было, тоже спасибо. То есть повысили они шансы, прям за это им лайк, респект. Ладно, давайте переходим обратно к этой теме, да. Вот. Это здесь. Так, дальше. Ну и другие исправления ошибок, ладно. Еще. Они, короче, много звуков добавили, понамешали звуков отовсюду. То есть из старых частей, из новых частей. Например, Аркан Визард сейчас говорит репликами из Альянса при прокачке, а при прокачке скиллов он говорит репликами из первой части. И это не гармонично смотрится. Это как бы немного подбешивает то, что... короче, как-то уши даже режет. А потом все эти звуки, которых очень много в бою. Вот в Kingdom Rush обычном почему-то не так. Это как-то не так воспринимается, да? А вот в КРБ именно вот есть вот эта вот проблема, то, что... Там намешивается вот это вот количество огромное звуков. И прям уши режет. Это прям вот это вот... Они прям перемудрили, я считаю, со звуками. Грустненько немножко. Ладненько. Давайте сейчас откроем... Получается, вот эту вот ерунду, да? Вообще-то у меня не это было. Вот так вот, да. Ашбайт. Броня убрана. Почему я считаю это тупость? Потому что дальние враги с физическим... Он, короче, не танчит. Это дракон. Да? То есть ему насрать на физические атаки ближних врагов, которые дерутся в ближнем бою. Остаются там всякие какие-нибудь лучники, да, остаются. Что еще? Ну, я не припомню просто вот реально, не припомню, кто бьет у нас физикой из дальнобойных врагов. Все бьют либо магией, либо трушным уроном, как тролли, чемпионы, да, которые очень бесячие враги. И эти, тоже вот из первой части, которые запускали в твои, которые тоже бесили, они, по-моему, магическим или трушным уроном били. Разбойники были. Со шлемами. Сюрикены запускали. Вот, то есть, по сути, это вообще ничего не поменяло. Потому что его так же быстро убивают, как и всех героев в этой игре. После там 3-4 волны. Урон от дальнего боя и урон от дот-эффекта уменьшены. Ладно, урон от дальнего боя, но от дот-эффект это, ну, типа, огонь. Дот-эффект это как бы как отравление считается. То есть, постепенно носится урон. Да, и дот-эффект в его случае это горение, да. Он и так слабый, я его особо не ощущал. Он и так слабый был, как будто бы, и его еще уменьшили. Ну, не знаю, такой себе. Я, конечно, понимаю, то есть, как бы, по сути, я злюсь. Почему? Потому что я обладатель Ашбайта, я обладатель драконов, как вот у Эйскальта.
как Майк, да? То есть нам грустно, но все равно. Очень мало человек с прошлым шансом выпадения, скажем так, пощупали этих драконов. То есть их никто еще особо ими не поиграл, а они их уже пофиксили. Время перезарядки умения метеоров увеличено, а урон уменьшен. Это, если что, кому неизвестно, это саботажная способность, когда он в юнитов соперника метеориты отправляет. Вот. На самом деле, это даже хорошо, то, что они это пофиксили. Потому что это была очень сильная ерунда. Вот это вот, да-да-да. Я так понимаю, да. Угу. Короче, дэмэдж они ему урезали и кулдаун увеличили. Ладно, ясно, понятненько. Так. Дальше. Время возрождения много увеличено. Ну вот это вот, я не знаю, незачем как будто. Урон от дальнего боя уменьшен. Это база, как будто бы. Длительность умения ледяной... Ну, я не играл за Искальта. В принципе. Длительность умения ледяной шторм уменьшена, а время перезарядки ледяного пика увеличено, а урон уменьшен. Ну, короче, прям по полной пофиксили. Короче, они мету драконов немножко снижают. Тем более, есть еще кусты, которые, как бы, ну, драконами не... которыми драконом не остановишь. И тебе нужно либо подкрепление, которое ты не всегда носишь, потому что ты можешь брать с собой шипы или лед, которые в теории будут даже лучше, потому что они замедляют босса. А те же мальчики, они либо сразу же умирают от босса, либо их давят. Ну, как тот же этот Кингпин. Короче, король бандитов. Что там еще? Длительность замедления вечной мерзлоты увеличена. А время возрождения немного... Короче, по максимуму пофиксили. Что даже, наверное, сильнее, чем Ашбайта его пофиксили. Больше... То есть, они только метеоры пофиксили, которые вот реально были... То есть, у Ашбайта вот реально нормальный фикс это только метеоры, что правильно, потому что они реально были сильными. Все остальное можно было на самом деле не менять. Вот. Особенно вот это вот меня... Броня и дот-эффект меня... Это... посмешили. Блин, кошка просится выпустить. Сейчас, секундочку. Все, простите, я здесь. Так, я на чем остановился? На Ашбайте, да? И на Искальте. А то, что вот они... Искальт, они прям по всем параметрам. То есть по всем его скиллам практически это... Ну, короче, зафиксили его. И я считаю, это вот прям грустненько будет. Но Элору и Искальта я считаю все равно одними из лучших персонажей. Почему? Потому что они как бы морозные персонажи. И они замедляют. А замедление босса в этой игре это прям вот максимально... Дальше. Алерия. Здоровье, броня, урон в дальнем бою и шанс быстрого уклонения были немного увеличены. Немного. Короче, дохнуть она будет так же. Алерия, мне кажется, все еще не очень самый лучший персонаж, потому что она просто тупо будет дохнуть. Даже на первых волнах. Не знаю. Ну, короче, берите какого-нибудь любого другого героя. Ту же Дидру. Дидра будет... У Дидры хотя бы много брони и хп. Она реально потанчить может. Че, куда звук? Звук просто решил испариться, типа? Или игра зависнуть? А, игра просто зависла. Поэтому звук убрался. Ладно, сейчас я... Сейчас я, короче, перезапущу... Как это называется? Эмулятор. Так, прошу прощения, все, я здесь. Небольшие технические неполадки. Короче, Алерия, мне кажется, все равно не в мете сейчас. Ну, ее можно использовать, да, в начале, но, типа, сейчас она, ну, такая себе. Ладно, еще... А, еще шанс... Свифдо? У него разве собака? Погоди, кошка же. Или я что-то путаю. Ладно, неважно. Был немного увеличен. Или это... Нет, или, по идее, это какая-то другая способность. Ну-ка, сейчас игра загрузится. Нет, кошка вот. Да, вот это вот, значит. А, это она назад. Ну ладно, шанс так шанс. Хорошо, как скажете. Дальше переходим. Башни. Вот теперь переходим к самому... Короче, героев они особо не трогали. Ну, только, типа, мету драконов понизили. Хотя из-за кустов она и так, типа, достаточно понижена. Кусты
Кусты вот встречаются у нас, получается, на бандитов и на аренке. И на аренке драконы так себе. На ранних этапах игры, типа, и пройти ту же зиму, потому что я знаю то, что вот есть вот этот вот порог в 1400 там кубков или сколько. Вот его сложно пройти. Там тоже драконы, может быть, что себя покажут. А чё мне с микрофоном? У меня как будто тут такие эффекты стоят. Не эффекты, а фильтры другие. Но мне так, короче, что-то с ползунком у меня не так. Надеюсь, нормально звук записывается. Так, теперь башни. Башня лучника. Время перезарядки. Урон навыка заряженный выстрел немного увеличены. То есть, короче, обычных лучников они решили пофиксить. Да, вот этих вот. Они так-то были неплохими. Вот этими, да? Заряженный выстрел, то есть это вот. Что они сделали? То есть время перезарядки они увеличили, это фикс. Но зато урон повысили, понятно. Урон залп стрел уменьшен. А стоимость и время перезарядки увеличены. Короче, залп они, получается, полностью пофиксили, да? Ну, залп, на самом деле, тоже это было ощутимо, потому что раньше лучники были интересны. Я ими играл уже, то есть я прям видел то, что их пофиксили. Это да, это правда. Дабы, короче, чтобы другими башнями пользовались, потому что они королевских лучников, по-моему... Да, вот смотрите, урон и урон от острых наконечников стрел увеличен, но дальность стрел... Ну, короче, тут они просто сделали баланс, скажем так, королевских лучников, чтобы ими пользовались, потому что я королевских лучников видел только у ботов. Короче, у них, тех самых, короче. Да? Надо на них посмотреть. Сколько у вас дамаг? Хотя я не посмотрю, конечно... Ну, это только 3-й уровень, я все равно не знаю. Короче, ладно. А, блин, я вам загораживаю путь. Загораживаю этот экран немножко. Ну, простите. Ледяной... Вот сейчас вот самое такое будет обидненькое. Ледяной друид. Стоимость ледяного шторма снижена. Круто. Она раньше, по-моему, стоила 190, а сейчас 175. Влияние на башню уменьшено. Вот это самое грустное. Раньше она замораживала 2 башни, сейчас 1. То есть 1 башня на 1. То есть вот эта вот способность была такая топовая. Так можно было Сейчас, нет, погодите. Это из упаски убирается. Вот эта способность была раньше очень классной. Можно было поставить реально хотя бы 3 или уж в край 4 башни у себя таких и прокачать этот ледяной шторм. И ты прям, все, твой враг не мог атаковать. У тебя тупо, у него тупо было все заморожено. Босс не проходил, а ты еще своего... А еще он крутой тем, что у него обычные атаки дебаф на скорость делают. То есть это очень круто. Он мне на самом деле все еще нравится. Потому что они еще вот этого улучшили, по-моему. Ему добавили хпшку. Сейчас это прочтем, на всякий случай уточню. Но вот это вот все равно обидно. Очень обидно. Но зато они уменьшили как бы стоимость. То есть это тоже такой некий баланс. Хотя не на немного. То есть целая башня нам обошлась в 20 монет. Это прям грустно. Ладно, ой, а зачем я закрыл-то? И то закрыл. Так, вот так вот, да. Надеюсь, вам хорошо видно, да? Как-то вот это вот даже, я бы даже это увеличил немного. Да, вот так вот. Так. Дальше. Да, а дальность увеличена. Ой, дальность ему увеличили, ничего себе. Здоровье замороженного гиганта увеличено, тоже прикольно. Дворпа. Цена землетрясения увеличена, время восстановления сокращено, длительность увеличена. Ну, такой тоже некий баланс, да? Землетрясение, это, я так полагаю, короче, этот, да? Тоже... кстати, дворпа, наверное, все еще по 2 башни, да? Ну, наверное, потому что дорогая. Возможно, из-за этого дворпа станет сейчас более играбельной, потому что она все-таки по 2 башни, да? Вот видите, она по 2 башни, то есть у них одинаковые механики. Вы не видите, да, опять же. У них, короче, одинаковые механики, но она, опять же, все еще по 2 башни станет. Землетрясением. А это... одну. Но она как бы может... у нее магический урон, и она может замедлять. Хотя и дворпа тоже может замедлять. Короче, не знаю, это надо смотреть на мету. Возможно, дворпа реально это сейчас лучше, чем ледяной друид.
тележенька. Некромант пассив. Ну, я за некроманта играл. У нас Майк за некроманта играл. Пассивный навык скелет был ослаблен. Интересно, как? Ну, как бы раньше, кто рядом умрет вроде с башней некроманта, да, то тот враг переходил на сторону противника и становился скелетом. То есть, может, теперь не каждый враг становится скелетом, я не знаю. Ну, то есть, тут как бы не полный список предоставлен, на самом деле, что очень грустно. Ну, то есть, точнее, не полный, а не точный, вот. И с циферками. Нахрен нам говорить писать циферки, да ведь? Мы же, они всегда в своем стиле, кстати, заметьте, действуют. Мы же айронхеды, мы никогда не вот это вот как в описаниях, ну они недавно как бы стали писать, да, за что им похвала. Как бы, но в старых частях это вот прям реально прослеживалось. Зачем нам писать циферки? Зачем? Они сами, они в бою все поймут, сколько там он урона наносит, какой у него кулдаун и так далее. Сколько он там может замораживать, не замораживать. Тут то же самое, тут нету прям четкого списка, а хочется. Ошибка исправлена была, да? У нескольких вариантов скелетов снижено здоровье. Изменилась скорость атаки. Короче, скелетов мне тоже фиксанули. Хотя, опять же, это как с драконами. Никто не пощупать их не успел, их уже пофиксили. Хотя это, наверное, просьбы бета-тестеров, которым выдают. То есть Перханс, прошу прощения, если еще раз неправильно произнес, там у него, по-моему, ник звучит, я так и не выучил его. Вот, он же, ему же дают ранний, ну, точнее не ранний доступ, ему же дают доступ, короче, к максимальному уровню короче, всех карт. И он как бы тестирует их, скорее всего, и работает на баланс. Он же, по-моему, там еще обзоры некроманта, или кто-то другой обзоры некроманта делал. Я не помню, короче. Ладно. Давайте дальше. Исправлено зависание... Это все, что ли? Исправлено зависание игры во время сражения с боссами бандитов. Это я не помню такого. А Дубон это, скорее всего, новый босс, да, ведь? Который, типа, не был добавлен какой-то... И почему-то в гривнах. Я вот этого не понимаю. Аккаунт абсолютно... Хотя это, может, от аккаунта зависит, который надо денчик создан. Но у меня нисколечки не гривны, у меня должны быть рубли. Так. Где это смотреть? Да, вот здесь вот, по-моему. На стадионе нельзя посмотреть, тогда вот здесь вот. Нет, не бустер. Это вот. Это же ты, босс? Нет. А как его зовут? Адубон. Кто такой Адубон? Не понял. Ты Кингпин. Не понял, какой это босс. Ой, не суть важно, в принципе. Йети. Теперь иммунитет к оглушению только в том случае, если вы уже устали. То есть иммунитет к оглушению. Оглушение, например, могли вызывать способности, такие как, ну, тот же стан, да? Например, вот эта вот способность. Да? Или же молния. У нее есть микростан при этом. При одном ударе. Сейчас на Йети это не работает, на Гайри в нашем переводе он, да? Его зовут. Он работает только в том случае, если он устал. То есть он и так, по сути, встанет. То есть, ну это да, это получается, они его усложнили. Вот это вот я не могу, конечно, написано, ладно. Исправлена проблема со звуком при открытии сундуков. Одинаковая редкость. Хорошо. Это тоже, ладно, технические улучшения. Улучшения в подборе игроков. Внесены изменения для более интересных, честных и сложных матчей. Это правильно. Почему? Потому что раньше, даже на той же... Ну, сейчас в начале игры вы, понятно, будете встречать чаще игроков. Что это очень круто, на самом деле. Но на арене это все равно не очень правильно работает, потому что очень мало игроков добрались до арены. И сейчас вам игра раньше навсегда находила ботов. И матчи не лагали, ну потому что это боты. А сейчас, если вам найдет игрока, то... Если вам найдет игрока, то матчи могут лагать из-за соединения оппонента, да.
А еще можно попасться одновременно. Если мы одновременно зайдем, можем спокойно попасться с метой или с грипером. То есть я уже так с грипером батлился, мета с грипером батлились. То есть уже в телеге меты даже был пост большой такой этот прикол. Вот. Но вы не на его, а на мою телегу подписывайтесь, поняли? Ладно, вернемся обратно. Короче, и еще забыл кое-что сказать. Если долгое время не будет вам находить игрока на той же арене, вам выкинет бота. Ну, потому что вы же нажали играть, вы же должны поиграть. И вы с ботом сразитесь рано или поздно. Ну, то, что как бы игроков стало больше со временем, игра популяризировалась, то они добавили нормальный рейтинг, да? Нормальный подбор. Оптимизация памяти, окей. Улучшение логики сундуков, это я вам про это говорил. То, что они пофиксили эту тему с молниями, со всем остальным. То, что типа там не запланированное выпадение, а наконец-то добавили нормальный рандом. Улучшение логики винрейт. Я не помню, что такое винрейт. Я слышал такое понятие в том же БС. Но не помню. Прошу прощения. Если вы знаете, напишите. Другие общие исправления ошибок. И это, по-моему, все. А, нет, еще что-то есть. А, нет, тут вон, смотри. Короче, это время не в правильном порядке было скинуто. Сейчас я водички попью, прошу прощения. Рейнджеры. Время перезарядки зеленых защитников сокращено. А цена снижена. Их улучшили? Да они наоборот кошмарили всех. Реально? То есть вот эти вот, они же защитники, да? Сейчас я вам покажу. То есть собакины все... Ладно, я там видел, по-моему, то, что они улучшили этот, да? Урон от яда, да? Стоимость и время перезарядки ядовитых стрел снижены. Ладно, вот эта вот способность была, ну, плюс-минус слабая. Хорошо, то, что они ее улучшили, да? Ну, вот реально они... Получается, лучники, возможно, снова вернутся в мету, да? Потому что у ботов даже была такая... Была такая мета на то, что типа... У ботов была мета на то, чтобы, короче, все ваше поле засрать рейнджерами и собаками. По сути, сейчас это стало лучше, потому что они, получается, время перезарядки сокращено. То есть они будут чаще их призывать, и цена на них снижена. Боевыми их изменено положение мусоропровода. Вот это вот я не знаю, о чем они. Это, скорее всего, о масле идет речь, да? Потому что я не играл. И местоположение, возможно, это рейндж ему изменили. Короче, непонятно. Те, кто играл за меху, напишите, как они это сделали, как они это изменили. Колдун. Колдун это, если что, Макс Хромогроз. Голем теперь работает как юнит казармы. Он не исчезает и со временем... А, он реально исчезал? Типа он на время ставился тут. Смешно, прикольно. Ну хорошо. Улучшили его. Архимаг. Увеличено максимальное количество затронутых единиц рассеивания. Я так понимаю, это у нас... Способность вихря, да? Смерча даже точнее. Это. Ну. Короче, Архимаг очень конкурирует с Арканом. На самом деле у них обоих хороший урон. Возможно, даже Архимаг будет теперь вырываться. Почему? Потому что ему что еще раз сказали? Увеличили максимальное количество затронутых единиц. Я так понимаю, это от уровня зависит. Нет, так не посмотреть. Просто и до этого вроде было 3. Потому что, допустим, А сколько маг телепортирует? До 4. Ну, может, конечно, с уровнем растет. Да, у меня просто Архимаг не прокачан. Ну, короче, по сравнению с Арканом, Архимаг был, ну, немного пососным, да, типа, ого. То есть, а сейчас они, по сути, наверное, равны, потому что у них есть тот же ваншот. Он причем может 3 ваншотнуть, да, то есть, заметьте, 3. Не одного врага, 3. Хотя кулдаун 28, а там кулдаун, ну, как...
Тут он меньше кулдаун на самом деле. Да и стоит, наверное, 164, а ты стоишь 230. Ну да, так-то за дорогой более ваншот. Больше денег. Ну, если вы взяли, допустим, на деньги, да, улучшения, хотя навряд ли кто-то будет сейчас брать. Они на самом деле такие себе. Мы, понятное дело, возьмем странные акустики, которые я ненавижу. Вот, которых так-то и так фиксанули, ну ладно. И на этом спасибо. Но все равно, типа, тройной ваншот, и вот эта вот фигня, она была на самом деле пососной, в отличие от того же телепорта. То есть у них назначение одно, а по сути оно захватывало меньше врагов. Так еще оно могло делать это и криво, да? А сейчас как бы оно больше врагов сейчас может, типа, захватить теперь, да? Так еще это делает дольше. То есть, смотрите, да, типа, телепорт просто берет, раз, и телепортирует. Да, а тут он типа захватывает врагов, это еще анимация, как он там кружится, и это он еще их назад отвозит. То есть как бы типа дольше, короче, дольше враги находятся в этом вне боя. Это, наверное, прикольно. Так что, возможно, Архимаг, если у него урон будет больше, чем у Аркана, то, наверное, Архимаг будет вашим лучшим выбором, тем более, если он у вас прокачан лучше, чем... Короче, если вам на него везет, допустим, больше, да, выпадает эпиков, чем на Аркана, у меня это Аркан 10, хотел сказать, максимального уровня, но теперь уже нет, падлы, его повысили. Нет, простите, надо... Ой, разработчики, простите, я не хотел вас так обозвать, я вас люблю, поклоняюсь вам, вы что, продолжайте делать такой замечательный проект. Вот. Вы просто прислушиваетесь к комьюнити. Я же не зря этот видос выпускаю. Не только для обсуждения, как бы, скажем так, и для вас в какой-то мере. Вот. Лучники-разведчики. Общее ослабление. Урон, здоровье, эффективность навыков. Это было ощутимо. Лучники-разведчики, это, я так понимаю, вот эти вот скауты. Очень обидно на самом деле. Они были классными казармами. Просто в этой игре все казармы ущемлены. Что очень грустно. Мы сейчас ждем новые казармы. Те же... короче, 2 казармы есть в файлах игры. А другой я расскажу чуть попозже. А другой можно сейчас рассказать. Потому что ее... об этом нам уже спрайты давали. И они засветились в этом, короче, ну, на главной странице в Google Play. Они есть, это эти ассасины, короче, на них еще есть шанс, то, что они будут нормальные казармы. Но так-то казармы в этой игре ущемлены очень сильно, потому что почему? Самая главная проблема на самом деле этой игры — это казармы. Во-первых, 2 юнита, когда у тебя очень много врагов. Хотя бы, блин, паладинам добавьте по 3, да? Недавно им, короче, чтобы они прям реально полными пососами не были, им добавили регенерацию. Да, до этого у них не было регенерации. Почему еще проблема у них? Потому что у них очень мало хп, нету брони нормальной. Вот, то есть их любой просто с одного удара, особенно когда ты с бандитами играешь, это прям вообще полный пипец. Бандиты их это сразу убивают. На них даже можно не смотреть. И то есть вот они становятся самым лучшим вариантом, потому что они хоть и не могут танчить, но они дамажат. Короче, казармы с ролью танков не справляются. То есть это их главная задача, по сути. Вот их роль для этого создана. Их класс создан для того, чтобы танчить в том же оригинальном Kingdom Rush. Да? Но здесь они эту роль не выполняют, потому что тупо тут танчить очень сложно. То есть они сейчас придуманы для того, чтобы либо дамажить, либо сдерживать кустиков, если у вас вместо героя взят дракон, да? Ну, или еще они хороши, если у вас есть Дидра, который их бафает, допустим. Да? Ну, то есть, ну, сейчас они все равно остаются лучшими по сравнению с теми же этими паладинами, да, или с этими. Они тоже, на самом деле, очень слабы, но эти хотя бы умеют дамажить реально чистым уроном, скорее всего, причем, потому что это доты, у них дот-эффект, дот-огонь. Короче, вы меня поняли. Очень, на самом деле, грустно то, что... Ну, хотя они вроде сказали на немного, вроде. Хотя нет, общее ослабление, в принципе. Ну, то есть они не подписали, ладно. У молнии и огня уменьшили урон. Грустно, досадно, ну и ладно. Что у нас по бустерам? А, вот изменения в смысле, тут реально как-то вот. Журнал изменений. Где вот бустеры были?
Короче, как-то тут перепутано на самом деле все. Изменение баланса теперь. Модификатор, изменения в экономике, это я уже говорил. Боевые сундуки на арене 9 и стадионе теперь имеют более длительное время восстановления. А я не заметил, вроде так же. Что, реально, что ли? А, ну там мне все равно нету отсчета, потому что я сундуки еще не забрал, надо будет забрать. Вдруг у меня там фиолетовый сундук. Вдруг не молнии упадут. Ну, короче... А может они так, может, типа они оставили все точно так же, но теперь на ранних этапах, то есть типа на зиме и на этом. Ну типа, чтобы было легче развиваться и пройти ту же зиму в 1400 кубков, да? Типа они сделали фигню то, что... Ну короче, типа теперь там чаще сундуки будут обновляться. Там не раз в 2 часа, не раз в 3 часа или там 2,5, я не помню, что был. А типа раз в час. Допустим. Но это не значит то, что вы должны каждый час заходить. Просто вот такой вот вам был. Уменьшено количество монет в награду за карты максимального уровня. Изменено количество монет за победу, поражение для каждой арены. Короче, вот за карты вот это вот я не понял. А вот за победу и поражение теперь это так. Раньше, по-моему, тебе фиксированно давалось 20 монет. Всегда за поражение и за победу. Сейчас... Они сделали так, то, что 10 монет ты получаешь гарантированно. Но это только за поражение. То есть, короче, они, в принципе, убрали 20-ку. Я так понял, по моим ощущениям, потому что я проигрывал и выигрывал. Но они сделали так, то, что за поражение ты получаешь 10 побед, а за победу 30 монет. Хорошо, прикольно. Изменение количества монет для ежедневных сделок, это я не понял. А, или ежедневных сделок, это, наверное, магазин они. Ну-ка. Косарь. Хотя так-то соточка, да? А, вот, разработчики. Вы, наверное, это смотрите. Я, наверное, это скину даже креаторам. Пожалуйста. Там еще было изменение в экономике. Они из уровней вот этих вот убрали гемы. Их и так здесь было мало. На что я буду жаловаться на самом деле. То есть вот эти вот гемы, которые сейчас есть, большая часть, они были нафармлены потом и кровью на самом деле. Непонятное дело, это метафора. Я имею в виду. Короче, очень сложно они были нафармлены. И большая часть это 3 подарка, которые они выдавали. По 80 гемов с одной эпической рандомной картой. И так далее. Кстати, чтобы не пропускать такие подарки, подписывайся на мой телеграм-канал. Там я публикую посты о подарках и новостях КРБ. Еще раз повторяюсь. Вот. То есть, они, конечно... Хотя это, возможно, решается повышением шансов в сундуках, но все равно. Тут, в этих сундуках, есть выпадение гаранта. То есть, вот, гарантированно 4 эпик-карты. Или вот тут вот. Они убрали... Тогда еще тупее стало. Нет, вот прям... Нет, вот это вот еще тупее. Нет, все, я... Тем более я сейчас буду жаловаться. Тут убрали... Тут был гарант легендарной карты. Одной. Хотя монет, конечно, много. Ну, блин, деньги снизите тогда здесь. Короче, реально. Верните сюда гарант одной легендарной карты. И снизите цену. Ну ладно, здесь, ну просто тут хотя бы То есть вы убрали гарант, так еще и цена просто. Ну вот, ладно, еще 250, 800. Но что это за разрыв между 800 и 3000? Ну это дохрена. Сделайте хотя бы, ну ладно, не 1000, 2000. Ну или 1500, не знаю, ну вот реально. Если без гаранта, если у вас есть гарант на одну легендарную карту, ладно, 2000, потому что до этого было повышение, потому что раньше было, по-моему, 2500, я помню, когда еще игра была Battle Towers, сейчас-то она КРБ, вот, короче, вот это вот меняйте. То есть, если человек... То есть, просто вы должны добавить то, на что должен человек тратить гемы. Вы должны добавить хорошие акции. Не донатные, а хорошие акции за гемы, допустим, да. Или вот тут вот снизить. То есть, то есть, количество гемов в игре должно стать больше. И
акций, предлагаемых за гемы, должно стать больше. Не добавляйте, пожалуйста, хотя бы скины. Потому что в этой игре скины... Я не знаю, насколько это будет как-то выглядеть. Хотя, если, типа, вы будете перерабатывать эффекты, типа, в бою он будет красиво смотреться, здесь будет карта меняться. Возможно, скины-то будет прикольно. Как эффект, и как план подзаработать, но все равно. Типа, я должен тратить куда-то свои гемы. Вот не на вот это вот обновление. Я считаю, это тупость тратить сюда. А вот либо на эти сундуки, либо новые акции добавляйте. Это вам, ну, вот такой вот небольшой совет, как это от игрока. Я должен куда-то девать свои гемы. Но просто вот на это я не буду 250 гемов тратить. Это бред. Это невыгодное предложение. Пожалуйста, не покупайте. Что еще, что еще? Ну вот реально, вот то есть акции покупки гемов. Зачем? Чтобы купить сундуки, у которых даже нету гаранта на лего. То есть вот это вот прям глупость. То есть и то тебе предлагают сколько? 600 гемов. Это не 3000. 3000 это очень дорого. Дорого. Я прям считаю это ужасно. Вот. Так что это, пожалуйста, исправляйте. Когда это пропадет, а? Что еще? Новые игроки... все, вспомнил, что там была застрочка. Короче, новые игроки получают больше бонусов. Это правильно, завлечение аудитории. Что-то здесь еще было. Вот еще и у героев не у всех я прошелся. Ну, потому что тут в разнобой было. Немного о самих врагах. У них броня увеличена. Я не знаю, куда и что они там увеличивали. Потому что и так у них 95% брони. Либо 0, либо 95. Это непонятно, почему они это сделали. Так что я это навряд ли замечу. Так, дальше Айгон. Время восстановления священного щита был уменьшен, а хп немного увеличен. Это прикольно. Герой сильный на самом деле, особенно против танчи. То есть щит их... то есть, возможно, он сейчас будет даже мете, потому что щит отражает урон. То есть, причем щит, он держится фиксированное количество времени. Он не получает урон. Он не может исчезнуть от того, что он был убит. Да, или как-то поврежден. Он бессмертный, пока у него не кончится время. И это самое прикольное. И он может практически полностью отбивать урон. И прикиньте, реально, этот щит начнет танчить того же Йети. И ему вернется половина его урона. А у боссов очень много урона, скорее всего. Вот. Так что, возможно, это даже в какой-то мере немного должно пофикситься. Ну, только с боссами я имею в виду. Типа, то, что щит вот так вот отражает много. Это как вот был баг с Айскальтом, то, что у него там каждый тик шипы наносили урона, и он мог за раз половину ходбара снести боссу. Наверное, с его щитом также. Но то, что в принципе баф, вот это прикольно. Герой интересный, чтобы был, короче, интерес к новому персонажу в принципе в игре. Да? Ингвар умение, медведь и ярость викинга теперь носит увеличенный урон, то есть его бафнули. Хорошо. Хорошо. Я им особо не играл, тоже не знаю, кто за него играл, скажите, прикольно ли. Сейчас еще из ближних персонажей очень прикольный, кроме Айгона, не ножовка, как его зовут, пильщик, да, в русской локализации первого Kingdom Rush, да. Вот этот вот чел. Короче, ему теперь добавили... А какой у него до этого был шанс? Я не помню, 50 что ли? Короче, ему повысили шанс, видимо, на немного ваншота. Веспер, урон в дальнем бою увеличен, а урон в ближнем бою немного уменьшен. Хорошо. Длительность оглушения стрелой в коленю. В коленю. Читаю, блин, я, конечно, мастерски. Колено увеличено. Да? Да. Ну, он такая, типа, мужская версия Алерии. ХП, ХП. А можно ХП посмотреть? ХП у него все равно немного. Короче, он будет как Алерия. Ну-ка, а у Алерии сколько тогда ХП? А у Алерии все еще косарь. Короче, эта мужская версия Алерии оправдывает то, что она мужская. Но по сути это одно и то же. И она как бы чуть лучше, типа, да? Я бы не сказал то, что это персонаж. Сейчас, как бы, из крутых персонажей вырываются драконы. Вот эта дамочка, потому что она умеет замораживать. Он. Вот этот вот, наверное.
Может быть, вот этот вот, Дидра по любасу, вот этот вот. Короче, сейчас, я уверен, точно не в мете вот эти оба. Грол раньше был классный, потому что ему пофиксили еще, до этого ему пофиксили вот это вот. Раньше он трушным уроном бил. Из-за этого он как бы очень упал, на самом деле, в тире, скажем так. Геральт еще вроде неплохой, потому что он тоже чистым уроном бьет. Он очень хорошо боссов танчит вроде как. Я бы не сказал то, что он супер сильный. Допустим, из танков тот же, наверное, Ингвар был бы покруче, потому что он призывает юнитов. Да? Или вот этот вот, потому что он отражает урон. Или этот, потому что он ваншотит. Наверное, так. Ладненько. Хотя, кстати, а у вас какой? Интересно посмотреть. Что-то. Вот, и еще разработчики, пофиксите, пожалуйста, вот эту вот тему, прошу прощения, оговорился. Написано тип, типа милишник, да, то есть написано тип, что он делает, да. Напишите еще тип урона, то есть у башни написан тип урона, да. Мы, допустим, берем ее, да. Damage тип, артиллерия. Или вот, допустим, берем вот этого нашего фикшенного парня. Damage тип, артиллерия, magic. Да, то есть, пожалуйста. Или вот как вот у Грола, почему-то вот у него написано то, что у него эта херня дамажит, камень дамажит физикой. А обычно урон не написан. Пожалуйста, тоже вот это вот поправьте тему. Очень нужно. Так. Мы почти закончили, кстати, с разбором. Простите то, что так долго, но так надо. Да. Хочу разговорный ролик записать. И Гроулс, ну, его немного хотели поднять опять же в этом... мете, я так понимаю. Ну вот, короче, у него теперь топот. Раньше был типа один удар и все оглушены. Сейчас он как во фронтирсе стал, типа он несколько раз бьет и он оглушается. Хорошо, как скажете. Что еще было? Уровень дополнительного золота. Одна информация. Исправление ошибок. Ну, короче, это вы тоже можете все почитать. Это все скинуто в башне Гриппера. Возможно... я у себя еще, наверное, в тележеньке выложу. Полный списочек после выхода ролика. Ладно, ну вот такой вот вы можете вот еще почитать. Я, в принципе, самое главное вот такое вот рассказал вам о экономике, о балансе, что я об этом думаю. Что вы думаете об этом, тоже пишите в комментариях, будет очень интересно с вами побеседовать. Разработчики, надеюсь, тоже посмотрят это видео, как, скажем так, как это сказать-то правильно, об обновлении, короче, это. Как это у них называется? Тут где-то была же кнопочка, типа. Фидбэк это называется, вот. Короче, фидбэк. Обновлений, вот такой вот. Потому что Перхан тоже выпускал видос об этом. Я тоже решил вот так вот выпустить. Вот. Давайте теперь я поменяю себя. Поменяю себя немножко. Теперь я не хочу быть умным. Теперь я хочу быть веселым. Все, ничего не знаю. Пожалуйста, я веселенький. И жизнерадостный. Все, хватит думать. Как говорится, думать это сложно. Лучше не думайте, а подписывайтесь. Ладно, всех люблю, всех обнял. Всем удачи, всего хорошего. Спасибо за ролик. То, что немного в таком обсуждаемом формате со мной побыли. Может, кому-то он зайдет. Как бы, не сценарий, конечно. Но, надеюсь, вам понравится. Спасибо, покеда.